Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в этом ролике, как вы уже догадались из названия к видео, я хочу вам рассказать и показать про свой сварочный полуавтомат, который идет без газа. Рассказать о его плюсах, о его минусах. Приобрел я его уже месяца 4 назад, пользуюсь им и конкретно уже выявил все недостатки, все плюсы, в отличие от тех полуавтоматов, которые идут с газом. И сегодня я вам расскажу, стоит ли покупать и нужно ли вам это вообще или не нужно. Так что, друзья, кому интересно, погнали! Ну, начнем, пожалуй, с того, что он поставляется вот в такой вот коробке. Коробка довольно небольшая. В комплекте идет сам сварочный полуавтомат. Он идет 3 в одном, то есть он может варить как электродами, как проволокой порошковой, так и аргоном. То есть, но для аргона нужно, естественно, баллон с газом и покупать специальный шланг. Он стоит в районе $20. То есть за это нужно доплатить. Но, естественно, а газ вы уже сами будете покупать отдельно. И сейчас я уже распакую, покажу вам, как он выглядит, как он работает. Ну и также покажу размеры, вес и все остальное. Сначала я вам хочу показать, как он установлен у меня на моем сварочном столе. Я его компактно расположил. Вот здесь у меня простой болт, который я приварил, и одевается держатель, подающий проволоку. Также шнур идет внизу, никому не мешает. Вот такой вот сам сварочный полуавтомат. Весит он килограммов 5-6, не больше. Обычный сварочный аппарат на электродах небольшого размера. Вот здесь есть еще один разъем для подключения электродного зажима. Также здесь есть 3 режима, которые можно переключать. Например, аргоновая сварка, полуавтомат, сварка электродом. Ну и толщину проволоки можно выбрать 1 мм и 0,8 мм. Самая распространенная 0,8 мм. На чем хочу заострить внимание. Проволока порошковая, вот такая самозащитная, без газа, тут вот написано No Gas. Покупал я в нашем российском магазине по цене 630 рублей за 1 килограмм. В комплекте с вот этим полуавтоматом приходит небольшая бобина, полкилограмма проволоки на ней намотана. Ее тоже хватает надолго, но если вы килограмм оденете, установите вот сюда вот, ну я скажу так, 3 месяца я уже делаю самоделки для своего YouTube канала, то есть у меня их 2. Мастерская Палыча Лайф и мастерская Палыча. И до сих пор у меня килограмм проволоки еще не закончился. Так, что хочу заметить, я не рекламирую этот сварочный аппарат. Ни в коем случае вам не рекомендую его покупать. Никакой выгоды я с этого не поимею. Просто я хочу рассказать вам про мой конкретно сварочный полуавтомат, потому что в комментариях очень много было вопросов, поэтому решил ответить. Я думаю, вам будет интересно. Многие хотят приобрести себе полуавтомат и мучаются с выбором, нужно ли покупать на порошковой проволоке, либо нужно покупать с углекислотой. С углекислотой цены довольно завышенные. За этот я отдал. С бесплатной доставкой заказывал его на AliExpress. Вот. Единственное, что мне не понравилось, инструкция идет полностью на английском и на китайском языке, и там непонятно, как настраивать вот эти 2 параметра. То есть тут какие-то рисочки, сколько делений, сколько вольт, сколько ампер, вообще ничего не понятно. То есть приходится настраивать их методом тыка. Варишь, смотришь, ага, плохо варится, подкрутил. То есть это, я считаю, что вот это большой косяк именно вот этой модели. Ну, вот, говорил вам, что идет держатель с проводом для электрода, то есть можно варить еще и электродом. Подсоединил. И без проблем варишь. Ну, держатель обычный, самый ходовой, можно так сказать. Ничего дорогого они туда не положили. Размеры аппарата сейчас я замерю и вам скажу высоту, ширину, длину. Так, смотрите. Будем брать самые выпуклые места по длине. 36 сантиметров, ну, либо 360 миллиметров. По высоте 200 миллиметров. По ширине, ну, примерно 115 миллиметров. Где-то так. Довольно миниатюрный аппарат, я бы сказал. Мини-аппарат, мини-полуавтомат. Вот. А сейчас я хочу поговорить о его плюсах. Самый главный плюс, друзья, что это полуавтомат, который работает без углекислоты. Тут даже нету возможности подключить баллон с газом. Это большой плюс. Дальше. Какой у него еще плюс? Вот смотрите. Выкручиваем вот эту вот насадку. И если вы когда-нибудь пользовались полуавтоматом, вы знаете, что прежде чем начинать варить, нужно вот сюда побрызгать специальную жидкость, чтобы окалины внутри не прилипали, ну и потом их было легко счищать. Здесь такого делать не нужно. Здесь весь этот нагар, вот видите, счищается буквально просто пальцами. Вот. Кисточкой можно даже не железной, а обычной кисточкой. То есть без проблем, ничего не прилипает, ничего не налипает. Также и тут. Берем зубную щетку, чук-чук-чук почистили, либо кисточку, все отлично очищается. То есть вот эта насадка у вас будет вечная. Так же, как и вот это вот. Ну, хотя комплектующие стоят копейки, в принципе, если даже что-то с ними случится. Но я уверен, что с порошковой проволокой у вас проблем не будет с залипанием и со всем прочим. Вот это большой плюс. Не надо тратиться на спрей, который брызгают вот сюда вот вовнутрь. Ну и третий плюс это то, что, во-первых, 3 в одном. Ну и последний, друзья, 4-й плюс это вес, компактные размеры. Согласитесь, это имеет огромное значение, особенно если у вас небольшая мастерская. Но и если вы с углекислотой варите, обычной проволокой, предназначенной для сварки углекислоты, у вас шлака вообще не образуется. Если вы варите порошковой проволокой, образуется шлак, который также легко пальцами, обычными пальцами, либо обычной щеткой, зубной, можно в крайнем случае металлической щеткой, стирается вообще на раз-два. Один раз провел, и он стерся. Я считаю, что это тоже огромный плюс. По факту шлака нету и тут. Теперь, друзья, поговорим о минусах. Их не так уж и много, на мой взгляд. Это ужасное качество сборки, кривая дверца.
Вот, смотрите. Она здесь залазит на корпус, а здесь наоборот щель. Причем она была до того большая щель, и дверь была смещена, что это просто ужас. Это я уже сам разбирал и маленько выгибал. Внутри, ну, здесь как бы все посредственно, так как и аппарат довольно бюджетный. Здесь более-менее все нормально. Поэтому качество сборки просто ужасное. Ну, естественно, поэтому и цена такая относительно недорогая по нашим временам. В принципе, все, как бы больше минусов я не обнаружил. Так, а сейчас попробуем поварить. Как он варит, я вам наглядно покажу. Сейчас аппарат тестируется и выставляется на нужный нам режим. В мониторе вы видите мерцающие диоды, по факту они не мерцают, эта камера так воспринимает их отражение. На вот эту кнопочку нажимаем и выбираем нужный нам режим. TIG сварка — это аргоновая сварка, ARC — это электродная сварка. Ну и вот эти два режима — это 0,8 мм проволока полуавтомат, синергетик моды, и 1 мм. Я выставляю 0,8 мм, самая распространенная проволока. Примерно выбрал вот такие параметры, более оптимальные. Здесь, скорее всего, вот это ампераж, а это вольтаж идет, либо наоборот. Вот обычная тонкостенная профильная труба, в основном с ней все работают. Нашел два кусочка. Вот такой, друзья, шов получился. Сейчас я шлак чищу и покажу вам его. Но я не профессиональный сварщик, поэтому строго за качество шва меня не судите. Кстати, еще один минус вот такой вот порошковой проволоки в том, что когда мы варим, идет запах, практически такой же запах, который идет при сварке электродов. Вроде как им дышать вредно, поэтому это еще один большой минус в копилку данного аппарата. Вот берем обычную щеточку, вот такую вот. Все, как вы видим, шов зачищен от шлака. Но это даже не шлак, это какое-то напыление получается. Ну а теперь его можно шлифануть при помощи болгарки и зачистного диска. И будет у нас вполне идеальный шовчик. Сейчас попробуем его сломать. Вот, как вы видите, внутри провар тоже отличный получился. Сейчас я хочу показать, как работает электрод на этой сварке. Выставляю режим ARC, то есть электронная сварка. И попробуем вот здесь сделать шовчик небольшой. Варит она довольно классно, мне нравится, как она работает электродом, мягенько, плавненько, ничего такого нету, как вот в отдельных самых дешевых китайских сварках электродных. Здесь все работает отлично. Так, сейчас возьму зубило и попробую обстучать этот шлак, чтобы посмотрели. Ну вот видите, с меня, конечно, криворукий сварщик, можете написать в комментариях, я не обижусь. Но варит она неплохо. Электродная сварка мне нравится на вот этом аппарате. Так, ну в принципе на сегодня все. Надеюсь, моя информация была вам полезна, друзья. Ссылку оставлю на этот аппарат в описании под видео. Спасибо всем за просмотр. Желаю всем добра, удачи и успехов. Берегите себя, друзья, в наше нелегкое время. Всем пока-пока.